Что было, уже не вернешь. Я уж не доживу до того, как у нас что-то возродится. Жалко, обидно. Да. Лет через 50, может, когда умный человек найдется и вспомнит, какая была раньше Ялта. Вот так. Лучше покажите Ялту и скажите, что тут надо поднимать это все. То, как она раньше была. Они ее закинули и забросили. Так только меня не фотографируйте, пожалуйста. Я переживаю, ну на самом деле я переживаю, потому что это очень для меня такая волнующая штука. Дело в том, что места, которые я когда-то знал, для меня это важно и интересно. Я в какой-то момент подумал, хочу поехать в Ялту, посмотреть, что там сейчас. Мы отдыхали на базе отдыха «Чайка» с 2004 по 2008 год всей семьей. Нигде нет никаких видосов. Видосы, которые я нашел на YouTube, их буквально, штук 10 разных лет. И они не показывают ни «Чайку», ни чего-то другого, что я знал. Они показывают в основном центральный пляж. Мне интересно посмотреть на рынок, на кинотеатр. База отдыха «Чайка» меня очень интересует. Я погуглил и узнал, что здесь все очень сильно заброшено. Тоскливо, Евгений? Чувство того, что что-то потеряно, что-то пропало? Здесь очень тихо стало, когда машины уехали. Верить можно только парусам. Ты поймешь однажды это сам. В невозможной теплой тишине, по ночному ветру на волне, под вечер навстречу пришла гроза. Неважно, не страшно, в листьях ливней, гроздья грома, ты вернулся снова дома, закрывай глаза. Я волнуюсь. Ну, честно. Глубокий вдох. Помнишь, я очень сильно переживал, когда тебе писал, когда предвкушал эту поездку. И вот ты здесь, и... Нет, судя по видео, которые я видел в интернете, кто-то здесь отдыхает, да, но их так мало. Они писали, да, разруха действительно, я там побывал и подтверждаю. Ну, сейчас через эти здания уже проросли деревья. Что за проектировщик, я не знаю, но выглядит довольно заброшенно. Вот там вот магазин «Скиф», видимо, закрыт. Магазин «Ялта» тоже закрыт. Все. По-моему, это бесполезно. Не-а. Так. Что-то рабочее. Так, что ж. Добрый день. А водички у вас можно набрать питьевой? Вы откуда и куда? Ох, мы в Ялту приехали. Я лично из Киева, товарищ мой из Харькова. Знаете, лучше я вас угощу вот такой. И сколько с нас? Конец. Это магазин моего сына. Он здесь 98-го года. Стоял сначала железный ящик.
Потом сын в 2002 году построил такой магазинчик. Глядя на него, стали все строиться, а то были стояли железные ящики. А я здесь сижу, просто стерегу вот это здание. И все, и живу здесь. А как вообще продажи идут, клиенты? По деньгам как? Никак. Чуть-чуть. Начинается у меня с часов с 11 ночи, когда молодежь, может быть, знаешь, как молодежь ночью кучкуются. На берег приедут, туда заскочат. Бабушка Света, тетя Света, Викторовна, чипсики, сухарики, орешки, водичка, напиток. Все. Это все. Ну, есть у меня мороженое. Тут деток от силы человек 5-6. Больше нету. Потому что людей нет. А теперь я все эти полки всякой хренотени он заполнила ради удовольствия. И все. То есть это не на продажу, это просто ваши Не-не-не. собственные... Это все, как говорится, так, чтобы что-нибудь глаз мой радовало. Мгм. То пенек нашла он, видите, он с правой стороны раскрасила, напомнил мне этого Тетерева. То на пансионате у меня этой уточки голову отбили, принесли ее, приклеила. И рядом стоит этот самый дедуля, тоже голову отбили, приклеила. Я ж учительница бывшая, поэтому что-то, как говорится, для души. А что преподавали? Русский язык и литература. Русский язык и литература. И матерный тоже. Мой дядя самых лучших правил. Да. Когда я шутку за не мог, он уважать себя заставил, Да. и лучше выдумать не будет. Это точно. Хорошего дня. Насколько можно. Да. Увидят. Ну что ж, пойдем, капитан. К кинотеатру, да? Да. Окей. Что за кинотеатр? Кинотеатр это летний, он находился в одной из баз отдыха где-то там. Мы в него ходили с моей сестрой и там разок и с родителями тоже. И вот мне интересно, что сейчас с ним. Я, в принципе, уже начинаю догадываться, что вот это, по-моему, база отдыха, в которую надо войти где-то там. Там обрушение. Чебуреки. Ты видишь море? Я вижу море. Мы туда потом пойдем сразу же. Во всех же этих жилищах люди были. Сейчас кадры, которые просто максимально символизируют разруху. Да. Ты ходишь по зарослям, и на фоне все заброшенное и ни души. Ну, Евгений, это Ялта, и это, похоже, твое болото. Это твое болото, мужик? Это грустное болото. И это одно из двух грустных болот. Второе грустное болото — это Милекино, пансионат Светлана, о котором я упоминал. Там своя история, но там тоже сейчас никто не отдыхает. В общем, о чем идет речь? Из «Чайки» никаких видео нет нигде, но есть из Светланы. Я гуглил по Светлане материал, очень мало его, но я нашел один репортаж, где упоминается Светлана, написал в канал Украина. Они мне скинули 20 минут исходников из Светланы в ее нынешнем состоянии. Да, в чем суть вообще?
пансионат Здесь стаканчики пооставались. захватили, а потом, когда их оттуда все-таки выгнали, ну, насколько я понимаю, это справедливое решение, что их оттуда надо выгнать, они там разгромили все. И теперь пансионат не может работать, потому что, ну, он разгромлен, а денег нет на то, чтобы его восстановить. Да я не особо знаю, что говорить, у меня культурный шок. Как от разрухи здесь, как и от разрухи там. Вот эти хозяйственные помещения, я там не бывал. Это еще для меня не такой большой шок был, когда я это посмотрел. Там дальше будут места, в которых я бывал. Вот, в частности, мы выходим вот сюда. Вот возле этого здания мы стояли, ждали, когда в первый раз приехали в Светлану, не знали, куда идти. Я эти места помню. И вот, когда я эти места помню, это для меня такое, ну, вообще, намного хуже, короче, не знаю. Там забито окошко. Мы выходим к морю зато. В общем-то, вот столько здесь теперь отдыхающих. Хотя раньше когда-то их бывало намного больше. Ты бывал на Азовском море? Впервые в жизни, Евгений. Алло, Елена Ивановна? Да. Это Житников. Мы к вам собирались приехать поснимать. Мы сегодня вот приехали. Хорошо, скажите, пожалуйста, мы можем сразу прийти и уже снимать? Хорошо, тогда сейчас, ну, минут через 5 мы подойдем. Короче, а теперь история. Когда ты попросил меня найти жилье, я стал гуглить жилье, и я узнал. Не делай картинных этих. Ну, как хочешь, делай. Короче, Чайка работает. Она сейчас работает, и мы сейчас селимся в нее. Ты мог представить себе, что сейчас Чайка работает? Не мог, поэтому я в таком удивлении. Я был в таком большом удивлении. Я был очень рад. Я когда позвонил, и она сказала, да, мы работаем. У меня эмоции были очень сильные. Тут заросло все. Вот здесь были танцы внутри этого забора. Мне даже кажется, что эта дорога была шире. Просто кошмар. Но мы зато увидим Чайку. Чайка, блин, работает. Там вывеска даже есть это. 1 литр 1 гривна за воду. На разлив из артезианской скважины. Чайка. Налево смотри, там живы. Тут живые люди. Да. Это просто поражает меня. Это, блин, у меня нет слов никаких. Сейчас вторая камера должна была бы меня снимать, чтобы было понятно, в каких я эмоциях нахожусь. Здравствуйте, это мы. Здравствуйте, ребята. Сейчас, одну секундочку. Да, пожалуйста. Присаживайтесь. Хорошо. Присаживайтесь. И вот Ирина Борисовна. Вот. Вы расскажите ей, как вас зовут? Евгений. И Алексей. Хорошо. Очень приятно. Как вас, ребята, поселить, пусть будете отдыхать? Или, в своем времени, для как? начала мы поселимся, да. Хорошо. Вот коммунальник, он заброшен. Тут вообще непонятно. Тут раньше были базы отдыха, а теперь просто руины и даже больше деревьев, чем руин. Вот здесь кто-то жил, это все было открыто. Вот в этом месте, где кирпичные штуки, было кафе. А сейчас только вы работаете на всем, во всей округе? Нет, работают
работает еще. Ну, здесь Просто же мы так прошлись бегло. вот это все раскурочили. Мы с полицией разговаривали. Нету собственников, заявления никому писать. Вот так у нас, то, что мы работаем, слава богу, нас Бог миловал. Ну, тоже там подворовывают местные, там то цветы повыкапывали у нас, то еще что-нибудь такое. Пойдемте, я Давай, слей, я пойду в этот бак включу. уже очень давно. Значит, машинку выключу. Здесь посуда вся есть, ребята. Если нужно на кухне приготовить. Если продукты, пожалуйста, включайте. Розетки рабочие, да? Да, рабочие все. Розетки. Стол у нас можно выносить вот сюда. Ну, я думаю, А скажите, пожалуйста, есть где купить продуктов каких-нибудь здесь? Мы только увидели магазинчик, в котором там чипсы можно купить у бабушки. ну это здесь, магазин чуть дальше. Сколько же я с этими пайками остался? Не понимаю. Я тут, между прочим, делаю Наводишь порядок. территории, да. Алло, мама. Мы в Чайке. Мы поселились в номер. Мы хотели по-другому поступить, но нам сказали, что магазинов тут нет поблизости. И мы открыли пайки. Больше нет магазинов. Есть один несчастный магазин, в котором есть только лишь всякие сухарики такое. В пайке есть чай. Но чай я лично не хочу. А ты чай пьешь? Да. А вот я не пью, Алёша пьет. Ну, в Чайке есть, но в целом людей очень мало, потому что кроме Чайки почти ничего не работает вообще. Да, тут был магазинчик в Чайке, я посмотрел, он уже не работает, он полностью закрыт. Да, и поэтому мы хотим сейчас пойти на пляж, просто не для съемок, а так пойти. Завтра у меня будут интервью с хозяевами. Кстати, вкуснейший суп. Оно передается, если есть его часто, по той причине, что из-за консервации отсюда уходят все витамины, и организм начинает чувствовать подвох. Но какое-то количество раз, не, условно, вообще без вреда этим может питаться несколько лет для организма. Тем более вот есть витаминизированный джем. Я не знаю, как по этим. В прошлом, но не знаю, каким именно в этот вид, но определенные виды там нормально витамины добавляют. Они, в принципе, 30% от следующей потребности человека содержит. Один и тот же одна эта упаковка. Оно приедается, начинаешь чувствовать подвох. Но по первому разу это блюдо по вкусу и качеству очень даже. Водица. Чашка чистейшая, прекрасная. Здесь вообще чисто и хорошо.
Здравствуйте. Здравствуйте. Мы будем где-то через час снимать интервью с Ириной. Я буду на месте. Сейчас так приятно сидеть на улице, там тихо, никого нет. Так прекрасно. Прекрасно. Да. Можешь запечатлеть свои впечатления в стихах? Каких? Это уже было смотреть. Можно в рэпе. Можно в пушкинских ямных или карьерах. Можно в блоковских анаквестах. Мне нравится. Как тот, который мне нравится, я постоянно забываю. А, В котором в котором третий слог ударный. А это анаквест. Отлично, вот у него значит. Еще насчет тишины. Вчера в море, когда я остановился и просто остался в море, это было очень своеобразное ощущение, потому что там так тихо было, и ты просто, если ты просто уходишь на улицу сейчас, то там есть всякий шум и птицы, а в море ничего нет. И это очень своеобразно. В Чайке был дедушка на пляже, который продавал пирожки с запорожцем. Он выходил, говорил: лучший пирожок Украины, мы покупали у него эти пирожки. У него были большие пирожки, недорогие. И маленькие дорогие. И потом он исчез. Я помню, на рынке был отдел, вот я четко помню этот отдел, где продавали круги, мечи, вот это вот все. Купальники там были, да. все что угодно, шлепанцы там. Не, ну цены были сносные, никакой там особой дороговизны. И в магазинах тоже все было. Мы и молочку там в магазине вам покупали, вот это детство. То сырки, то еще что-то постоянно. Слушай, а рынка нет вообще. Рынка полностью нет. Здесь был рынок, и он был наполнен всяческими
торговыми точками, а сейчас он пуст. Я почему-то думал, что, ну, он не так развит, но здесь же есть люди, наверное, там все равно продают, ну, что-то, там пара точек открыта с овощами и с какими-нибудь кругами надувными, но нет, здесь вообще пусто. Вот там вот была дискотека. Вот в этом месте, где сейчас растут эти деревья, был лунопарк, он приезжал. Я покажу фотографии, у меня с собой куча фотографий. Что вот это я не помню. Блин. Я сейчас понял, что я так многого не помню здесь. Я ожидал, что будет такое, что я приеду и буду видеть места и говорить: блин, я помню это место, как грустно. И такое действительно есть в каких-то отдельных моментах. Но сейчас есть и другое. Я вижу, и я не помню. Короче, это очень своеобразное ощущение. Давай пройдемся поближе туда, к выходу на центральный пляж. Еще однажды у нас было Года на 2, с наверное. нашим номером семейство с девочкой по имени Лида, по-моему, Лида. И они поймали рыбу маленькую, запустили в тазик с ней, и она плавала. Я подошел к Лиде и попросил посмотреть на рыбку. Она разрешила, я посмотрел и ушел. Это было лучшее знакомство в моей жизни. С рыбой? С рыбкой мы с Лидой. Да я ни до пор не помню. Так мы и не знали. Мы общались с местными жителями. И, допустим, там кадры просто идущих людей. Мы будем дальше общаться с местными жителями. Кадры с собой Ялты, вырезанные отчасти. Вот мы ходим. И голос записывался, я помогаю, я достаточно рядом стоял. Записывался, но... Фильтр можно наложить. И отдельные фразочки нарезать. Ну, надо будет... Это мы обсудим. Да, это потом уже, когда короче, на этапе монтажа работы. Я просто хочу акцентировать внимание, что это очень хорошо, как мне кажется, то, что мы провели этот диалог сейчас. Ну да, это показательно. Да, это очень наглядная разница, вот как изменилась Ялта и показывает ее нынешнее состояние. Что-то более лучшее, в чем-то документальное, типа, придумать сложно. Мы что-то где-то слышали от местных, местные нам дают такие комментарии касательно Ялты. И исказить голос? Да. Будет ли это? Или можно, чтобы ты своим голосом начитал, местные пожелали остаться анонимными. Пам-пам-пам-пам-пам. И говорят такие вещи. Просто там есть сочные, прямые цитаты, которые, мне кажется, надо использовать. Есть, да. А я, кажется, придумал, как я сделаю это. Я попрошу. Я в фильме все-таки скажу, что я хотел использовать в фильме только живые настоящие кадры, но так получилось, и я попрошу просто кого-то слова дословно начитать мне, и получится хорошо, возможно. Кроме Ялты ничего что-то не знали. Ни Косы, ни Юрьева, ни Урзуфов. Ничего не знали. Знали одну только Ялту. Сюда все летели. Миллионы людей. Зарубчик в сарайчиках спали, лишь бы быть. На пляже полотенчик клали. Занимали место с утра. С 4 утра. И теперь пустые пляжи. Грязи полно. На берегу, на побережье никто не занимается, никто ничего не делает. Плюнули и забросили. Когда? Подумай, сынок, тебе сколько лет? 24 года. Ты еще не родился, когда это все началось. Можно даже в этом диалоге обыграть уже что-то авторское, что ты хочешь вставить сам. Это да, но это мысль для какой-то другой идеи. Здесь мне интересно именно сохранить, как было. Окей. Не готовая полномочия, ты ее разогреваешь только. То есть просто... Хорошо. Абсолютно готово, я не представляю. В другой базе отдыха рядом продавали ряженку домашнюю, вот эту вердую, которая как кисляк, а папа пил ее. Ну что, очень вкусно. И многие любят. Да, я Это домашняя, да? Домашняя, да.
Носили очень домашние полезно, там да. вот эти все ряженки, сметану, там творог, пирожки часто очень выносили на продажу, вот по утрам особенно. И утром многие покупали пирожки. А что? Для некоторых это был нормальный, адекватный завтрак. Ты выпил молоко с этим пирожком и спокоен до обеда. Готовили-то сами. Пирожочек. Можно пирожочек? Горячая пицца, да. Слоечки с куриной. Подходите. А где вы А стоите? вот сразу машинка красная. Сейчас Хорошо. я подойду. Ну что, как вам? Слушай, солидно. Это пицца. Ты видишь эту толщину этого коржа? Здесь у нас 3 пирожка разных, духовых и сосиска в тесте. Я сфотографирую толщину этой пиццы. блин. Эта база была куплена с аукциона. Она поначалу, эта база арендовалась шахтой Батова. И здесь оздоравливались и отдыхали люди с разных шахт. Но в основном это были шахты. То есть это был Макеев уголь на тот момент. И не охватывали другие шахты, потому что вместимость базы более 100 человек, там немножко 105 человек в тот момент. Все, больше, не резиновая, больше не продавалась. То есть на тот момент это было так. Каждые 10 дней был заезд, и смена длилась, если можно так сказать, заезд длился 10 дней. Сейчас все совсем по-другому. Сейчас вы просто принимаете гостей в свободном режиме? Да, в частном режиме, то есть выставляется объявление в интернете. Также, так как мы здесь более 20 лет уже, идет уже, наверное, наработанная база клиентов, свои клиенты, которые выросли многие здесь уже, повзрослели, которым нравится, но мы же себя позиционируем как эконом-отдых. Как при Советском Союзе, в принципе, какие-то новшества есть там с горячей водой, с микроволновками, с печками другими, да. Было бы у меня тут много задумок таких. Мне бы хотелось бассейн тут с шезлонгами позволяет. Нам бы хотелось возобновить, у нас торговля была на территории, не помните? Да, магазин, я прекрасно помню, всегда был. Был магазинчик, сейчас этого нету, потому что это не для кого. Но все должно быть рентабельно. А налоги с этого и КВЭД нужно, это нужно оплачивать. Опять же, электроэнергия. И в один прекрасный, скажем так, непрекрасный момент у нас же вскрыли склады, у нас украли чужую даже морозилку из-под мороженого. У нас украли все постельное одеяло. Мы начинали практически с нуля. Мои родители брали кредит в Приватбанке, и мы своими силами где-то на опте, где-то что-то, где-то бэушное покупали, чтобы ее открыть. Все украли. Вилки, ложки алюминиевые. Просто все. У нас не было вот этого ничего. Это все. За 20 лет, вот сколько я помню, сделано немало. Очень много высажено всего клумб, растений, фонтаны и так далее. Это все делалось постепенно, и все это тяжело. Я помню, что некоторые из этого появлялось еще в течение того, как мы отдыхали с семьей, там 5 лет подряд. Фонтан, например, тот же. Со временем, кстати, в Чайке поставили фонтан и сделали какие-то украшения внутри самой Чайки, потому что до этого их не было, и там было... Они каждый год что-то делали. Один год сделали навесики, то мы просто заходили в свой номер, да, двери, все, навесики на двери. Второй год немножко обновили, вспомни они, посуду, чашки новые. Да, у них я помню, что они новые сделали чашки. навес, под которым стоял телевизор в сейфе, его открывали в определенное время, и все могли сидеть на лавочках и смотреть. А третий год мы приехали, или второй год даже, то, где мы купались раньше, там нагревалось просто от солнца. А потом они туда тены поставили. И даже в душ. И даже если не было солнца, мы купались каждый день, потому что были тены. Я помню этот душ, там был громадное было помещение, там душ с одной стороны, стоишь под ним и все, а там прям можно было ходить в нем. Мы отказали от услуг прачки. Мы купили себе Bosch хорошую машинку стиральную. Стираем сами. Покупаем качественный гель. Стараемся немножечко покупать потихонечку, уходить от чайников газовых, электрические. Каждый номер. Вот это мы купили детскую площадку в том году. В частности, там
карусельку, песочницу, там горку, Да, вот это лавочку, я не помню, да. это правда. Это мы покупали. Потом много постельного мы поменяли, потому что оно изживает постельное, пледы. Мгм. Вот это. Ну, купили бэушные холодильники, потому что, к сожалению, на новые нет, не хватает. Когда закрываются базы, часто попадаешь на вот эти распродажи, Мгм. когда люди продают это, и там можно, допустим, холодильник купить за 600 гривен, за 800 гривен. То есть это, ну, это не 3-4 тысячи, да, там такое. Потом мы поставили в том году унитазы. Это было грандиозно, потому что вот эти туалеты уличные, это была жесть. Туалеты у нас уже компакты, все как смогли сделали. Душа так прямо проходишь, вон голубенькая дверь видно. Я считаю, что людей нужно удивлять. Если перестаешь удивлять что-то, в этом году поставили разливную воду, интернет, вот это кабельная 200 каналов. Мы хотели через Укртелеком, здесь там то есть стационарно хотели ставить телефон, но оказалось, что есть ребята, то есть мы нашли их, они нас, формат. Вот, и они лично нам провели линию сюда. Ну, мы здесь уже с конца апреля. А По сентябрь. вне этого чем вы занимаетесь? Вне этого каждый занимается своими делами, своей жизнью, разъезжается по домам. Осталось, можно на пальцах пересчитать работающие объекты. Здесь базы. В основном все, как вы видели, сейчас относится база, это оккупированные территории, все заброшено. Люди не едут, не оздоравливаются. Естественно, это все в упадок пришло, разворовано очень, очень много. Или просто вот заброшено, и уже некому даже смотреть, никаких претензий. Даже полиция ничего не может сделать. Нет собственников, которые даже напишут заявление, чтобы пресечь это. Ну, грубо говоря, это мародерство по мне. Потому что теплилась еще надежда, особенно в 2014-2015 году, что здесь еще будет процветать курорт. Были, знаете, какие в городах есть градообразующие предприятия, а здесь были такие базы отдыха. Они гиганты, то есть коммунальник тут же длится территория километр. То есть оно все закрыто. Ну, здесь прям жестко. Я так подумал, сидя просто в тишине. Начинает ехать крыша. Но она не начинает ехать, просто начинает быть очень грустно. Абсолютно все заброшено. Насколько же. Смотри-ка, новые машины. Тут кто-то есть. Ну вот мы вчера, когда гуляли, видели, что работает помимо Чайки вот соседняя база отдыха, правильно? Тоже частная, да. Угу. А как она называется? Раньше называлась «Солнышко». Угу. Елочка это не она, елочка это которая Елочка следующая. нет, да. Елочки уже не существует, как вы видели. Угу. Потом там какое-то было заведение, вроде бы нормально выглядящее с новой вывеской, но с замками тоже. Украина, что-то Украина называлась. База отдыха Украина, она выглядит, ну, табличка выглядит нормально. И там черепица выглядит нормально. Замок на двери снова. А, да? Да. Я вот этого не заметил. Замок. Везде замки. Это нужно раскручивать, в это нужно влаживать душу, нужно создавать людям условия, создавать нормальную инфраструктуру. И самое главное, если бы было тут хорошее море, как раньше, как в нашем с вами детстве, хотя бы, да, то все бы вернулось, и лунопарки, и аттракционы, и магазины, и рынки, все бы было. Ну да, все это я помню, мы постоянно катались. А вот там была горка высокая где-то. Я уже даже сейчас не вспомню, где тут. Как-то так по-другому все выглядит. У меня есть на фотографиях эта горка, но этой горки теперь нет. Интересно, сколько еще всякого теперь нет. Горка была на пляже, ее разобрали? Ее разобрали и перевезли. Это собственник разбирал. Там была и горка, и бассейн, и лодочки плавали. Много чего было. И были всевозможные там развлечения, батуты, тиры, бильярды, если помните. Сейчас этого ничего нет. Сейчас это все стерто с лица земли. Это все разобрано. Решили, что лучше снести вообще, чем стояли развалины. Ну, в принципе, наверное, даже действительно лучше, потому что на то смотреть было вообще печальная. Ну, с какой-то точки зрения, да. Ну, там безопасность, да,
что новый человек приедет, увидит просто чистый пляж, да, но лично мне грустно смотреть, что там ничего не осталось. Потому что я помню... Мы, если сказать за шаг фотографировать, то он сразу забирает. Шаг фотографировать. Зайчик, я пошла, мне бабушке помочь надо. Все, до свидания. До свидания. Звезды Большого театра сейчас. Гладить его можно? Не будет кусаться? Нет, не будет. Прикольно. Некомфортно себя чувствую. Они бывают разного цвета? Да. Да, бывают белые, бывают серые. Да, ты все знаешь, шиншилл. Да. Если так вас не будет кусать? Не знаю. У шиншилл на самом деле зрение плохое, и если ты им суешь палец, они могут подумать, что он съедобный, и по этой причине его кусать. Рядом с Чайкой была база отдыха какая-то другая, от Донецка. Там были качели, куда мы с Еленой ходили, потому что в Чайке была только одна качеля несчастная, и постоянно она была занята. Итак, вот здесь находятся задворки Чайки. Сюда приезжал Икарус, на котором нас привозили. И вот в этой базе отдыха мы катались на качели. Но этой качели тут больше нет, как я вижу. Тут вообще ничего больше нет. И рядом с нами прибой. Это было предприятие какое-то донецкое, Донецкжилстрой, что такое. Вот они решили эту базу законсервировать, но никак не развалить. Ну, то есть в любом случае они не планировали сделать из нее руины. Ну, это незадолго до войны, буквально за несколько лет. Ну и теперь они ничего не могут сделать, потому что территория относится Да. к уже... Они были когда-то одна база, а потом их разделили. То есть предприятие... оно было целое. Да, оно было целое. И разделилось на Галинку, Донецк и Прибой. Точно так, как Солнышко было и Елочка, это была одна база. А потом их разделили на предприятия тоже какие-то. Вот они. Подождите, там их было 3? Их было 3. Первая – Прибой. Вторая – двухэтажка и домики к ним. Это был Донецк, и называлась Донецк. И они граничат на углу, там уже практически ничего не осталось, ни забора, ничего. В том году вообще домик один спалили. Или траву подожгли, или специально, не знаю. Галинка они назвали ее. Вот Галинку я не помню. Галинку Может, я никто просто... не помнит, потому что она не, особо и не работала. Они отделились, но не работали. А теперь их отдыхающие отдыхают у нас. Мы знаем до сих пор владельца, ну как бы общаемся с ним, и к нам, кто ему звонит, еще люди, которые 10-20 лет назад, это все теперь наши клиенты. То есть вот так вот. Мне, кстати, так было страшно, когда я увидел впервые, ну я вообще как-то вспомнил эту тему отдыха на море своего, начал копаться в интернете, очень мало всяких видео, но те, что есть, в них не было чайки, но было все остальное, и оно было заброшено, и поэтому я подумал, что с чайкой то же самое. И поэтому мне стало интересно сюда приехать, а оказалось, она работает. А чайке повезло, потому что чайка попала в частные руки. Если бы она осталась относиться к предприятию, это была раньше база отдыха ЖБИ Макеевского. Если бы все осталось как раньше, вот в свое время не искали, где оздоравливать людей, то ее та же участь бы постигла, это однозначно. Ничего бы не было. Алло, Елена, ну что ты хотела узнать? Относительно нормально. Но вокруг чайки почти ничего не работает. Вот что я скажу. Нет. Остался только один единственный маленький магазин. Тут вообще почти ничего нет. Ну, мы вот видели только 2, по-моему, работающие базы отдыха, кроме чайки. Да, мы были на море вчера. И там есть больше ила. Вчера мне показалось, что слой ила стал намного больше, чем в моем детстве. Мы, Вам правда, не показалось? предположили, что это из-за того, что я просто стал тяжелее и сильнее проваливаюсь. Нет, вам не показалось, это действительно так. Он стал намного больше, намного больше заиленное дно. Как бы
Есть в этом, конечно, и плюс, потому что люди на Мертвое море за такими грязями едут. Но, тем не менее, раньше они начинались за буйками. И в моем детстве, я тоже здесь отдыхала, было намного меньше. Поэтому море нужно периодически чистить, так как мы находимся с вами в бухте. Ялта старая и новая. Это бухта, Таранья бухта. Раньше здесь почему и Тарань была, и все. Сейчас меняется течение, меняется плотность воды. Если видели, то по всему Азовскому морю сейчас акватория, да, много медуз. Это море становится более соленым. И медузы с Черного моря решили, что им очень прекрасно сейчас и в Азовском. Поэтому чистить обязательно дно нужно. Но это очень большое должно быть финансирование. Не со стороны уже местных властей, постсоветов. Это должно уже на государственном уровне подниматься. Это катастрофа на самом деле. Это реально катастрофа. Тут такие красивые бывают, тут, я не знаю, с чем связано, с какими-то лунными фазами. Тут такие красивые отливы. Действительно, но на это печально смотреть, потому что здесь столько действительно грязи. Это и раньше за каждой базой отдыха закрепляли участок пляжа. Да, у нас здесь через коммунальник мы проходили, мы делали сами проход. Мы приходили, убирали пляж, и одна база отдыха выпендривалась перед другой, кто лучше, быстрее и чище уберет, какие будут навесы, какой краской они были покрашены, какие стояли раздевалки, где мусора нету, где стоят контейнеры. Сейчас всего нет, это все срезали. Тут мародерство еще процветает. Ну реально вообще капец. А как вы делали проход через коммунальник? Он же сплошной. Нет, он открывался, через ворота проходили, и была калитка. Он был проходной, нам разрешали проходить, мы делали, и они пользовались нашим, потому что они же длинные в длину. У нас был проход, он и сейчас есть. Ну, в самой Чайке неплохо, но вокруг все пусто. Коммунальник закрыт. Мы, правда, через него прошли, потому что он был открыт. Но в целом он закрыт, там никого нет. Тут достойно отдельной подсъемки стихийной, почему она здесь открыта. Там она закрыта, но вот здесь просто ворота. И просто типа хочешь заходи, пошли туда. Тут должна быть дорога, о которой говорила Ирина. Там человек, а почему он? Человека открыл коммунальник. А здесь открыто, можно ходить? Нам сказали, тут была когда-то дорожка прямо на пляж. Калитка закрытая. А, ну ладно. Можете пройти, если закроете, можете пройти. Давай. Ну да, давайте мы закроем. Вот калитка и вон по прямой проход. Спасибо. Вот, пожалуйста. Только прикройте. Хорошо. Получается, коммунальник не заброшен. И правда, через территорию коммунальника. И вот по прямой проход. Выглядит хорошо. Интересно. Мы стучались во все двери в постсовет, пока они не сказали, ну договаривайтесь с жителями сами. Мы пошли, они говорят, чтобы ваши в огород лезли. Мы хорошо, что надо, чтобы не лезли, сделайте нам забор. Мы сделали, каждый год нанимали дядю с серпом, там он все этот камыш подкашивал, выкашивал. Слушай, я не знал об этом. Я здесь 5 раз был, как я уже 100 раз сказал, и об этом проходе не знал. И тропинка, кстати, она заросшая, конечно, но не так, чтобы радикально. О, это... Закрыта база отдыха Донецк. База отдыха Прибой. Ходили, но мы не нашли кинотеатр. Я помню, что лично я был там 4 раза. Один раз там был Алеша Пугович. Первый раз смотрели Мадагаскар. Мадагаскар. Вот, наверное, Мадагаскар мы смотрели, да. Вот. Очень даже может быть. И мы не сразу нашли его, этот кинотеатр, Ну этот да. база отдыха. Еще мы ходили в цирк, когда-то там был цирк. Да, приезжал цирк. Что там приезжал? Вот Лунопарк. цирк тут такой. Ну цирк, там еще клоун такой. Обезьяна. Я не смог вспомнить, как к нему пройти. Мы зашли в ту базу отдыха, она тоже заброшена, но как пройти к кинотеатру, я не вспомнил. Осмотры, не знаю. 19 июня, это вообще недавно. Ну, то есть база полностью не заброшена. Ну, вернее как, она полностью заброшена, но кто-то ее посещает. А
А еще здесь есть огромный череп какого-то рогатого скота. А ты можешь, кстати, определить череп по его виду внешнему? Сейчас, давай я сниму его, пойду, и тебе вышлю прямо сейчас, и ты скажешь, что это за череп. Ну посмотри, когда будет интернет. Я тебе отправил только что этот череп. Он прямо здесь. Ходим, снимаем. И иногда ходим, просто гуляем на пляж. Лежим. Я разгадываю кроссворды. Ну, на весь пляж, ну, на вот эту центральную его главную часть, пара десятков человек. Вот так. Посмотри этот череп, когда ты сможешь. Ну все, мы пойдем в буревестник скоро. Пока. Мы в буревестник ходили еще сами, когда были здесь. Там уже было очень заросше все камышами. И мы сейчас на нем, на его примере узнаем, как бы мы здесь себя вели, если бы оказалось, что тут вообще все заброшено. Нам налево. Буревестник — это бывший студенческий оздоровительный лагерь. Да. Там еще были всюду заброшенные территории всяческие. А в частности, мамин пансионат или что? Спортивный лагерь Буревестник. От ДПИ. Донецкий политехнический. Да. В общем, в него мы заходили, там была куча комаров, камышей и старые здания, но очень большая территория. И трупы птиц. Труп один был только птицы. Там, кстати, Скелет. кто-то ж ночевал еще. Да, Домик, кто-то тогда ночевал. кто-то был. Там был свет в окошке, и какие-то вещи висели. Это вот та база отдыха с той стороны. Подожди, а не вот эта Галинка, о которой она говорила, что один из домиков сожгли? Вероятно, да. Там дорога, там коровы. Крупный рогатый скот. Да, череп тот корове принадлежал. Корове, ты думаешь? Ну, кому еще, по-другому? Кажется, мы уже видим ворота буревестника. ДПИ — это же Донецкий политехнический институт. Это же там, где мама училась, вот. Надо было немного приложить силу. Так, ладненько. Вот это относительно новая ерунда. Нам, в общем-то, надо пройтись вон туда вглубь и найти студенческие домики. Я помню, когда мы здесь гуляли, мама показывала. Вот здесь у нас была дискотека, здесь баскетбольная площадка, но сейчас я это не найду в любом случае. Вот опять же, тот же самый момент, я не могу сейчас сказать, мы действительно в буревестнике или мы перепутали его и зашли куда-то еще, потому что я не узнаю ничего. Пройдешь там? Куда ж я денусь? Но мы, похоже, идем по дорожке. Я вижу бордюры с обеих сторон. Найти бы какой-то повод понять, буревестник это или нет. Сливы! Свежие, спелые сливы. Так, дорожка. Это ты только что звук какой-то издал? Такой стучащий? Да. Фух, хорошо. Так, хочу подойти сюда. Надо это маме отправить и спросить у нее, может быть, она это узнает место. А теперь пойдем на ту дорожку. Евгений, тут тяжело пройти. Там болото? Нет, тут непроходимые заросли. Тут без мачете или огнемета не обойтись. Ну, все, дорога закончилась. Тут нет дороги. Я тогда... Давай вернемся к тому зданию, которое я снимал на фото только что. И мы... я позвоню маме. Она, может быть, сможет сказать, буревестник это или нет.
был буревестник, где отдыхали, был торговый институт, где студенты отдыхали, тут было движение, тут горела жизнь. Сейчас этого я сказать не могу. Сейчас все на самом деле выглядит очень печально по сравнению с другими курортами Азовья. Просто мы с мамой туда ходили еще, когда в 2000 каком в первый раз мы приехали, 4-м, он уже был заброшен. А мама моя там отдыхала, поэтому мы его посещали. Да, я еще помню, там была дискотека, я помню, было, ну, может быть, даже, наверное, уже и 15 лет назад. Ну, точно все, когда вокруг все приходит в упадок, оно уже не видишь этого, не замечаешь, и годы идут быстро. Это этикетка от напитка какого-то. Ладно. Так, осторожно. Ого, нифига. Тут крыша, кстати, в опасном состоянии. Алло. Привет, мама. Я Привет. отправил тебе в Телеграме фотографию. Ты можешь открыть и посмотреть, буревестник это или нет? Потому что мы куда-то пришли, а тут вообще я не понимаю, это буревестник или нет. ДПИ это же ваше или это что-то другое? Да, это... Ага. Ну там раньше было написано, что это буревестник. Ну и раз ДПИ написано, значит это буревестник. Но там было такое, будка слева, как охранника. Да, там была будка охранника. Ну вот если вы пошли прямо, там было очень много пустого места. И потом Так. только начинались домики для студентов, спортивные площадки. Так. И там туалет на улице был. Ну, кажется, мы их увидим, но они заброшены. Заброшенные, конечно. Они были заброшены еще когда мы ездили в Чайку, извини меня, в 2008 году. Тут есть какая-то площадка бетонная, но по ней непонятно, что там было. Ну, раньше были дискотеки на площадке, наверное, может, на этой бетонной. Ага. Спортивные площадки были, конечно, они такие были, без всякого бетона. Одна для мини-футбола была, вторая для волейбола, для баскетбола была площадка. То есть там было несколько площадок. Ну и было там такое место большое, потому что помимо домиков этих для студентов заброшенных, еще ставили большие палатки. Еще студенты жили Палатки? в палатках больших, да. Там было по 4 кровати, ставили. Кровати были нормальные, обычные. Палатки были высокие, такие добротные. Вот сейчас у нас там стоит на территории площадка за этот мусорный бак. Раньше он стоял за территорией. И вот где был мусорный бак, туда ставилась армейская палатка, туда ставились железные кровати. И там стояло 6 или 8 кроватей, и это тоже сдавалось. У нас ребята приезжали, велосипедисты, я помню, так как оплата за жилье здесь невысокая, можно озвучивать, да? Ну, можно. Да, ну 50 гривен с человека у нас база ж у нас не полностью заселена, да, там, если, допустим, даже один человек приезжает, мы его селим, а так как у нас 3- и 4-местные номера, то бывает так, что там на 10 дней, на неделю, даже и до месяца человек проживает один в 3-местном номере. То есть мы теряем в доходе, но мы не теряем клиентов. Вот, поэтому доходы здесь не очень высокие, а на оплату уходит, так как это предпринимательство, здесь идет совсем другая оплата света и воды. То есть она не как для обычных потребителей. Ну, есть же другие услуги, это вывоз мусора и так далее. И текущих очень много расходов, потому что это бытовая химия, это средства для санобработки, инвентарь садовые, те же рассады цветов и так далее. То есть удобрения, ну, это действительно идет очень много всего. Сколько номеров заполнены обычно? Какой процент? А зависит все от времени лета, наверное. Ну, как всегда, июль. Самая заполненность большая. И часть августа. Уже конец августа и июнь, первая половина июня, это процентов 30. Занятых? Да. 70 простой. Угу. А если человек приезжает один, то вы его селите в... 3-местный. И он один, и оплачивает за одного, не за номер. Угу. А если приезжает еще там один человек? Мы селим его в другой номер. У нас нет подселения, потому что это некомфортно людям.
Тут вот дальше, тут чем дальше, тем почему-то домики более разрушенные, разворованные. Куча шифера валяется, тут очень пусто. Вот что я скажу. Ну, конечно, откуда там что будет? Самое последнее, это еще работали несколько домиков для сотрудников, именно для преподавателей. Студенты уже не ездили. Да. А когда ты отдыхала в нем, то что вы делали? У вас были спортивные соревнования? Да, у нас было спортивных соревнований много, и всякие конкурсы были, ну, типа, знаешь, там, мисс Буревестник, ну, допустим. Соревнования были самые всевозможные. По мини-футболу, по баскетболу, по волейболу были соревнования. И это было просто, ну, постоянно. То есть каждый заезд были соревнования. Лагерь такой спортивно-оздоровительный. У оператора могут быть вопросы, если позволишь? Да, пожалуйста. Из-за чего происходит то, что мы видим сейчас? Ну, понимаете, первая причина, конечно, это то, что многие базы отдыха принадлежали предприятиям каким-то, да. Сейчас они в заброшенном состоянии, то есть не оплачиваются ни земельные налоги, не оплачивается ничего. Мне кажется, нужно принимать какие-то меры, чтобы эту землю отдавать людям, которые в этом заинтересованы, которые будут здесь строиться, будут здесь развиваться, да, и делать этот край и более доходным, и более привлекательным для туристов. Вот нужно, во-первых, еще нужно сделать, я считаю, на уровне, это нормальную автостанцию с нормальным движением транспорта, чтобы сюда можно было добираться удобно, а не раз в час, как ходит автобус, да, по расписанию. Чтобы автостанция была, ну, презентабельная, а не такой, как остановка, знаете, там, конечная остановка в каком-то заброшенном селе, где там 2-3 хаты. Это ж при хрущевских временах садилось. Посадили какие деревья? Посадили тополя. Посадили, они быстро растут, очищают воздух. Да, прекрасно. Только они сохнут у нас все тополя, нужно выпиливать. Одно дерево стоит спилять альпинистам 5-6 тысяч гривен. Столько тут деревьев. Это вообще, то есть вот так мы переживаем, чтобы они были не аварийные. Какие-то аварийные нужно спиливать. Истощается почва. То есть посадить обычный куст розы, нужно ехать в магазин, купить мешок огромный земли, которые цветы садят. Это один куст розы. Приезжаешь, а тут выкопали 10 кустов, пока тебя не было. Покрали весь металл, поразворовали все базы. И давайте мы придем еще и в Чайку, и тут разворуем. Тут же много металла, тут же много цветов, которые не надо покупать, а можно посадить. А приходящая охрана, как она функционирует? Он приходит, делает осмотр? Да, и ежедневно, да. Осмотр, вот, и как бы, ну, и опять же, на соседней базе есть сторожа. Все, допустим, ребята знают, что если тут начинают грюкать, то это уже ненормально. То есть нельзя, то есть есть еще такое понятие, как соседские отношения. Точно так, как вот у нас соседи, не дай бог, кто-то будет на их базе, да, или на нашей, то есть мы друг друга оповещаем. Ну, вот на таких вот условиях. Светлана, в отличие от Чайки, очень большой пансионат, серьезный. И там большие корпуса, там 8 больших корпусов. Плюс разные другие строения. Там очень много было всего. Кафе, большая столовая, кинотеатр. Ну вот, на каждом столе, Коль, дверь закрой, да. На каждом столе у нас было по компьютеру, по монитору. Принтер был, да, ксерокс был, все. Теперь уже ничего этого нет. Похожая ситуация. Судя по тому, что мы видели, слышали. Ну да. А так получается, системные блоки, мониторы, принтер. Этого ничего нет. А Светлане известно, что она сейчас, ну, она не заброшена, но она закрыта и просто стоит. Ну и вот эти ребята там что могут делают, им там что-то выделяют, но она не открывается. Даже близко она не к тому, чтобы открыться. Вот это корпус, где было общежитие для сотрудников. Вот это здание, где было основное все, там было кафе, столовая, кинотеатр. Там была еще регистрация новых прибывших. Вот так мы ходили по этим дорожкам. Это вот такой, когда ты ходил сам по этим же местам, это очень своеобразно. Смотреть сейчас
и понимать, что там все закрыто. Что ты чувствовал, ну, когда мы пришли в Буревестник? Как это было для тебя? Ну, для меня это было, конечно, вообще неожиданно, что была полная там уже разруха. Я вообще не ожидала. Я думала, он до сих пор поддерживается, дефита, извини меня, и до сих пор существует. Но я, конечно, поразилась, что все это уже давно в забытие и совершенно никого там нет. А много нужно? Сухой травы этого будет достаточно уже. Хорошо. Слишком плотно тоже нельзя складывать, что делают многие новички не так. А мы передаем огонь от более мелкого к более крупному. Сначала от спички к траве. Трава уже передаст мелким палочкам, мелкие палочки большим палочкам. А большие палки дадут нам те самые угли. И когда он вспыхнет, возможно, ты испытаешь детское пионерское счастье. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, горячо, горячо. И теперь наблюдай за этой магией. Теперь ветер наоборот будет его раздувать, это пламя. И сейчас это вспыхнет, как спичка. Смотри. Да, у нас удалось. Вот как-то так и должен загораться грамотно сложенный костер. Это очень хорошо. Я когда жег костры в детстве, такого не было. Я просто что-то наваливал и поджигал бумажку рядом с ним. Даже без бумажки, Евгений. И жар ты можешь чувствовать уже. Да. Но у нас, благо, ничего рядом не находится, поэтому ничего не сгорит. Фух. Ну еще хочешь запечь яблоко? Это фотографии, которые мы делали, когда отдыхали здесь. Они в 5 конвертах разных за каждый год. Так. Ну, это просто мы в море, это не очень интересно. Вот, например, вот это более интересно. Да, это да, да. то место, которое мы проходили не раз. Это из лунопарка. В лунопарке мы постоянно бывали. Лунопарк постоянно приезжал, и вон там вот, где пустое место. Вот это здание, и вот ну, там были аттракционы. И ночью все было ярко и светло. Ой, дождь пошел сильней. Ну, собачки, кошечки, это вообще к фильму вашему не относятся, но тут отдельная тема, кстати, такая Я вот. собаку прекрасно утром сегодня снимала. Она там Очень печальная тема, нам постоянно, каждый год, кстати, подбрасывает котов, собак. Да, вот так, котят, собачек, и все, им все равно. И в конце сезона, когда ты смотришь, они кормят, вот люди весь сезон их подкармливают, а в конце сезона, когда все разъезжаются, и они смотрят на тебя вот этими голодными глазами, и ты понимаешь, что ты тоже вот скоро уедешь, и куда они денутся, это на самом деле берет за живое очень сильно. И нету таких организаций, вот там приютов каких-то узнавали. У нас была одна собака здесь, гордость моя. Вообще, я сразу говорю, давайте выгонять с территории базы, потому что здесь дети, антисанитария, ну не должны животные находиться. Ну, была одна собака, назвала Сара, потому что она очень хитрая была, она хвостиком мне виляла. Мы ее пристроили. Нам сейчас, они уже 2 раза к нам приезжали, сейчас они нам выслали. Сара у нас стала мамой, у нее щенята свои. То есть там котов некоторых пристраиваем, но не всех получается, их реально десятки здесь. И это печально-печально вообще. Вот фотография, где видно вывеску.
И это еще тогда была такая вывеска. А вот это Настя и ее мама, которых я упоминал. Вот тут нет, вон надо качели. Возможно, вот это она и есть. Это 100% та же самая качеля. Я помню, что мы с Еленой сели на нее, а Настя нас очень сильно раскачала, и мне было страшно. Вот что более еще интересно. Это горка, о которой я говорил, которой теперь нет в принципе. Она стояла на пляже. Это была такая горка, а внизу был бассейн. Но обычно он был пуст, но предполагалось, что туда наполняется вода, и она течет с горки, и по этой горке ты скатываешься. Ее просто нет, там вообще, там даже не осталось бетонного пола, там ничего нет на том месте. Вот тут уже есть фотографии самой чайки. В 2004 году, например, вот это место выглядело так. Изменилось, кстати, не очень сильно. Ну Чайка да, более-менее но тут осталась. не было этого фонтанчика. Фонтан этот я покупала на Белой Сарайке. Люди хотели сдать на металл, я случайно приехала, помогала им налаживать торговлю. У меня опыт у нас обмена был. И они говорят, сейчас будем вывозить на металл резать. Я говорю, в смысле резать? Да, говорит, не надо, нам махина такая, мы, говорит, это места мало. И мы его у них выкупили. Довозили за 3 ходки. Потому что я его хорошо помню. Каждый год, 2 года меняем насос. В этом году решили не ставить. Он нас замучил. Он гудит, как паровоз. Понятно. Ну, такое. Инсталляция. Пусть будет пока. Не хочется его. Есть вот такой. Я никогда не готовил яблоки на огне. И не знаю, что из этого получится. И есть у меня подозрение, что в сыром виде они более съестные, но... Гениально, слушай, я бы... Тебе определенно есть инженерные задатки. Все, нормально, так пускай будет. Поздравляю, ты готовишь яблоко на костре. Видишь, оно капать начинает. Капать начинает? Да. Посмотри на него внимательно. Точно. Так, ножа мы тоже, ясное дело, не взяли. По этой причине вскрывать сухпайок я буду палкой или куском стекла. У нас тут есть гречка с курицей, фасоль с курицей, перловка, борщ. Значит, будет борщ. Тут, видишь, целое. Сейчас буду изучать. Будет он, я тебе скажу, достаточно густой. Тем временем угли прогорели. А касательно сковороды на углях все делается очень просто и прозаично. Угли разбиваются. Когда они разбиваются, они выделяют жар. Распластовываются под днище сковороды. Ты можешь потрогать их сейчас, они стали жарче после того, как разбились. Борщ ставится на угли. Вот таким вот образом. Должна быть какая-то, мне кажется, программа, чтобы очищать дно. Ялта 20 лет назад и 25 лет назад был курорт вообще при Советском Союзе, это был курорт всесоюзного вообще значения. Здесь негде было ложить лежак. Люди в 6 утра приезжали, приходили занимать место. Сейчас этого нету, пляжи остались, видели сами, шикарные, широкие, песчаные. Но дно оставляет желать лучшего, потому что дно нужно чистить. Все, за всем нужно ухаживать. У нас уникально, у нас красивая здесь степи, у нас красивая здесь такие, знаете, восходы и романтичные закаты. У нас рядом заповедник Миотида с уникальными растениями, с уникальными животными. У нас прекрасная бухта, у нас для детей идеально море, не глубокое, теплое, безопасное. Вот если бы на уровне государства уделялось внимание таким проблемам, как очистить море, поднять инфраструктуру, возможно, найти инвесторов для грязолечебницы. Если сюда мы находимся ближе к центральному пляжу, здесь еще пригодно для купания, для отдыха, то если
пройти туда, ближе к Белосарайской косе, к Миотиде, там вообще там базы заброшенные, там, ну, знаете, там в Припять экскурсии водят, можно сюда приехать бесплатно. Фотографии страшные, да. Ужасные, просто больно смотреть, страшно от ветра, от соленой воды, там все разруха вообще никакое. И там вообще уже даже зайти невозможно, там грязь превращается в какие-то куски, в какую-то глину, и там комфортно только птичкам. Бакланам, чайкам, вот им комфортно, людям там некомфортно. Очень страшно, чтобы это не дошло сюда. В связи с вот этими грязями, с вот этим всем, у нас пропадает рыба на Азовском море. У нас сейчас даже проблема словить бычков. У нас осталось немножечко еще пеленгаса. Если раньше попадались даже осетровые больше 20 лет назад, то сейчас этого вообще днем с огнем не сыскать. Ни тарани уже нету. Сейчас камбала, пеленгас и немножко бычков. Бычков таких именно как бычки из-под сигарет. Нету такого бычка, как раньше кочегары были. Такие вот кабанчики. Вот это печально. Вот, например, фотографии, и вот это фотографии того, что здесь было раньше. Были всякие штуки для детей, всякие кафе и много чего. Большинство из этого не запечатлено, но было очень много. Сейчас там нет ничего, как ты видел. Вот это дерево, еще с длинной веткой. Ты, кажется, говоришь, что этой ветки теперь нет, да? Да, ее теперь нет. Мы там сидели постоянно с Еленой, но потом кто-то облюбовал, кроме нас, это место, а чуть позже эту ветку вообще спилили. А вот это фото, где ветку уже спилили вот до сих. Ну, эти тополя для меня ассоциируются вообще с отдыхом на море как-то. Особенно тот, который рос, ну, он и сейчас растет возле ворот, у которого была такая длинная ветка горизонтальная, а ее в какой-то момент спилили. И не мы спилили. А кто? Не мы приехали, ее кто-то спилил на дрова. Ну, просто им захотелось так. Ну, да, такое. А вот это фото сделано возле 5-го номера, если я не ошибаюсь. Там до сих пор есть ствол этого дерева, если я не ошибаюсь, опять же. Когда Советский Союз распался, вот с тех пор началось. С 90-х годов. А это уже прошло сколько лет? 30? Вот так, 30 лет назад. Да, ясненько. Все закрыто, ничего не работает. Приехали те, которые когда-то приезжали. Для чего? Полезть в ту грязь, подальше, вытащить и полечить ноги. И сделал-то очень ценная грязь. Но не та, что возле берега, это мусор. За берега мусор. А нужно пройти метров 60-70, ну 80 вглубь. Вглубь. Там копнуть и достать черную, теплую, такую пахучую грязь, которая лечебная. Насчет грязи. Вы не знаете, что именно в них хорошего? Я знаю, очень много. У нас был здесь доктор, очень, он такой альтруист был, он доказывал, что это сульфатно-иловые грязи. Он проводил здесь в местной больнице, к сожалению, родители, наверное, помнят, как его зовут, ну, он такой известный был. Он доказывал, что эта грязь с электрофорезом в течение 10 дней творит чудеса. И у нас, когда вы приезжали, еще были шахтеры, профессиональная болезнь на коленях, бурсит, да, то есть многие люди лечились, им хватало на год грязи и электрофорез. Также знаю, что салоны красоты из Мариуполя приезжали за нашей грязью, для барышень лечили целлюлит. Семьи такое, вот, ну, как бы уникальное. Еще, ну, как бы это на уровне слухов, но где-то мне попадалось в прессе такое, что приезжали несколько лет назад харьковские океанологи и сделали здесь исследования вместе с израильскими коллегами. Грязь эта оказалась уникальная. Здесь очень много разных минералов, разных полезных веществ. Есть статьи и в интернете, и у нас есть распечатанные о пользе этой. Ну, у вас это, конечно, должно быть терпение,
Она очень богата йодом. Должно быть терпение, люди должны приезжать. И я на пляже часто наблюдаю, вот у кого что болит, там и намазано. У кого голова, у кого колени, у кого локти, то есть у псориаз тоже есть, если есть, то помогает. Но это должен быть курс. Это должно быть намазать, высохнуть, смыть. И так каждый день. Это не каждый по приятным ощущениям может выдержать. Я, например, не могу. Не было такого, чтобы, когда мы отдыхали в Чайке, я это как-то ценил. И со Светланой то же самое, в Меликино. Там под конец отдыха я каждый раз уже хотел снова домой. Но сейчас почему-то через время, когда я подумал об этих местах, то я обнаружил, что мне очень как-то грустно и обидно за эти места. И я хочу сюда приехать. Вот нужно уделить внимание государственной программе. Это не только на дороге, это хорошо, что уделяется, но и на курорты. И на малый бизнес, который здесь, ему очень-очень тяжело выживать. И мы при этом все равно оплачиваем налоги, мы не юлим от них. И мы хотим, чтобы это действительно пошло на благо. Но, понимаете, вот у нас, я не могу сказать, что у нас там постсовет, там негодяи такие. У нас, как ездил голова постсовета на Ланосе стареньком, вот сколько он уже лет его переизбирают, он ялтанец, он так на нем и ездит. То есть это человек, по мне, я его лично знаю, я его уважаю, он ничего не может сделать, понимаете, на уровне своем. Он старается, там ставятся беседки, какие-то, что-то делается, я вижу это, но что-то, это капля в море. Нужно делать это на уровне, наверное, государственной программы. Нужно уделять этому внимание. Вот в этом корпусе мы отдыхали не раз. Внутри корпуса мусор, грязь. Или пятый. Там сложно выбирать. Если тут люди отдыхали, естественно, такого бардака у нас никогда не было. Так что... Все. Ну, сейчас, секунду. Вот, можете еще поснимать здесь. Вот номера, в очень похожих номерах я отдыхал. Прямо в этих нет, я специально посмотрел, прямо в этих номерах, которые они здесь смотрят, мы не бывали. Но они очень похожи. Это, я не знаю, у тебя бывало такое, что ты попадал куда-то, где ты был, а его, разрушили? Я, по-моему, спрашивал уже, да, вначале? Да, похожий был вопрос. Чувствую, что что-то потеряно, что было важно для меня. Кровати точно такие же у нас были. Это 201 номер. Вот, да, вы сами видите, это все пообдирали. Вот эти вот плямы и все, штукатурка у них пообсыпалась. Это явно тут кто-то сходил с ума, видно. Я не знаю, как это объяснить. Обрати внимание, как быстро оно закипело. Да. К вопросу о том, есть ли там жар. Это перец. Думаю, тут будет самое место. Борщ питательный. А то, ты сомневался. Как на вкус?
Хорошо. На соль, на остальное. Нормально. Вот. А это первобытный борщ. Знаешь, варварский борщ, неоттесанный борщ. Мне тут Елена ответила. Она сказала, что, скорее всего, это крупный рогатый скот. Если бы был нос, она бы могла сказать точнее. Насчет черепа. Ну, я же говорил про рыбу. Яблоки горят. Куда в следующий раз? В Светлану надо попробовать. Верить можно морю и мечтам. Ты поймешь однажды это там. Времени не будет до утра. Просто собирайся, нам пора. Быть может, чуть позже не все сказал. Под утро от ветра руны лун плывут в покое. Все такое, не такое, открывай глаза. Проснулись на пляж, да, потом мы на рынок. А что вы снимаете? Ялту. Ялту? Она уже, эти, как говорят, язык ее проглотил. А вы приехали съемки делать чего? Ну, для себя просто. Просто для себя. Это плохо. Вот, вот оно что все. Красота вот эта, неописуемая. Но последний раз я здесь был в 2008 году. Было еще многолюдно и весело. Да. Это было, как говорят сейчас, давно не трудно. Вы поднимите в интернете, посмотрите, какая она была, Ялта. 70-е годы, когда все гудело, сверкало, и места не было. Этот рынок гудел весь. Да еще 2002 год, все тут гудело, и людей было полно. А теперь обидно и жалко, понял? Вот так.